Привет всем, меня зовут Наташа, и вы на канале Замуж в Индию. Я думаю, что вы сразу заметили, обратили внимание на то, какой у нас здесь бардак, сколько всего, сколько добра. В общем, ребята, у меня сейчас просто такое состояние, я в каком-то ступоре нахожусь, очень дурацкое состояние. Чувствую себя каким-то непрошенным гостем. В общем, хозяин отеля сказал: освободите. Наверху, я, по-моему, в прошлой серии вам говорила, помещение, где мы периодически ночевали. И плюс еще сказала: освободите стол ресепшена. У нас там как раз и были сложены вещи. Одежда была сложена, Артура игрушки были сложены. В общем, он говорит, что хочет что-то туда уже свое складывать. Значит, с другой стороны, он говорит: ну ничего страшного, говорит, поживите, сколько вам надо. Сейчас, в принципе, не сезон, сейчас туристов мало. Живите в этом номере, пока там не сделают ремонт. Но как вот жить в такой обстановке? Ну и в итоге, посовещавшись, мы решили уехать. Поедем в Гоа на это время. Я понимаю, что сейчас не сезон, и там продолжают лить дожди, и море волнуется, вряд ли нам удастся поплавать. Но, тем не менее, я думаю, что это наилучшее решение. Я вижу, что уже и Парам в депрессию в какую-то впал, и я тоже. Это, кстати, по деньгам тоже нормально. Мы здесь все эти годы Парам еду покупает за свои деньги. Кроме того, что наша семья питается, и хозяин отеля питается, и работники, и друзья хозяина отеля. В общем, где-то 1000 рупий как минимум уходит только на еду. Это не считая нашу с Артуром еду. Ну и там в Гоа мы, я думаю, жилье сможем найти не дороже, шиковать не планируем. Ну, Парам говорит, что если мы здесь останемся, то по-любому, раз мы здесь живем, то нужно будет что-то покупать. А ну, Артур, покажись какой-то турист. Уже очки солнечные надел. В общем, друзья, сейчас будет трогательный момент. Попугайчика. Артур хотел, чтобы мы его с собой взяли, но все-таки мы его переубедили, что не на пользу ему будет вот эта вот вся тряска в поезде. Долгий путь, не очень легкий, поэтому мы его решили оставить. Я долго голову ломала, кому его оставить, кому можно доверить попугая. Но все-таки нашла человека, которому можно доверять. Аптекарю, местному аптекарю. У него тоже есть попугаи, и поэтому я думаю, что он знает, как обращаться. Правда, мы встретили его дочку, и дочка сказала, что было 2 попугая, а 1 улетел. Ну, как бы, конечно, было нашему тоже такая судьба не светила. Но будем надеяться, что все будет хорошо. Ну и еще такой момент, дети очень любят тискать попугаев. То есть, если бы мы оставили какому-то знакомому Парама, там по-любому дети заходят и по-любому бы стали бы тискать. Вот, видите, вот эта вот девочка, это ее мама. Они всей семьей здесь работают. Ну, девочка помогает. Я думаю, вы ее тоже видели в наших видео. Мы его уже так полюбили, этого попугайчика. Казалось бы, птичка, но все равно уже как родная. Боже мой. Ну все, ребята, спустились мы в Нерал, спускались мы на такси. И что я вам хочу сказать, ребята, нам с Артуром противопоказан такой вот транспорт, вообще автомобили нам противопоказаны. Затошнило его всю дорогу, мучился ребенок, и меня тоже тошнило. Но я как-то еще, ладно, я как-то уже знаю, как с собой совладать, а Артур, бедолаг, всю дорогу ныл. Смотрите, какая милая речушка здесь протекает. Боже мой, и вонь такая от нее идет, так как сточная канава. Вы мне в комментариях часто предлагаете переехать в город, в Нерал, в ближайший городок. Но не, ребята, это вообще просто сплошная какая-то помойка. Я сейчас видео снимаю, и видите, Парам с Артуром вперед отошли. Мне страшно идти, потому что собьют. Такой здесь трафик. А какой шум, эти рикши, биби, байки. В общем, это не для слабонервных местечко. У нас Матаран — это просто какой-то оазис в пустыне. Даже если представить, что живешь ты в чудесной квартире, в апартаментах, но так вот вечерком захочется пройтись, прогуляться на рынок.
О. А? Сейчас, ребята, эта девушка что-то от меня хочет. Что? Заинтересовалась мною. Парам, вот she said. Ребята, эта девушка решила, что я туристка, и предложила мне какой-то ресторан, где таким образом мух отгоняет женщина. Ого! Смотрите, еще живые рыбки. Боже мой, как они. Вот это вот не могу, на это больно смотреть. Ого. Я вам снимаю, что вот такое чувство, что сейчас по ногам проедут. Настолько близко они проезжают. Какой-то стресс у меня, особенно после деревни. Я не привыкла к такому. Мы спустились в Нерл немножечко раньше, наш поезд приедет позже, поэтому у нас есть время зайти в кафе, но не в то, которое посоветовала эта любезная девушка. Мы зайдем к приятелю Парама, к Правину. А я перейти не могу, ребята, я боюсь переходить. 2 метра, мне страшно перейти. Зашли в кафе, посмотрите, одни мужчины сидят, попивают чаек или кофеек. Ну, хорошо, конечно, что не водку, но почему они ничего не заказывают? Ну, видимо, сейчас время такое, почти без 27, то есть ужинать еще рано. Видимо, они после работы сюда зашли просто пообщаться. А ну, Артур, дай мне, пожалуйста, вот эту вот листовку. Так, вот, смотрите, друзья, это Параму кто-то дал по дороге. Вы видите, какие здесь в Нерале, какое жилье можно приобрести. Как красиво, просто райский какой-то уголочек. Все на высшем уровне. Вот какие счастливые жители, будущие жители этого чудо-местечка. На, котик, давай, сворачивай. Твой самолетик, что-то он грустный до сих пор. Ура! Какое счастье! Сразу удалось сесть. Сейчас мы на электричке доедем до Таны, и там пересядем уже в наш поезд. Будем ехать всю ночь до Гоа. Парама нет мелких денег. Maybe I have. Сейчас, видите, хиджа. Видите, не все дают. Я нашла у себя 10 рупий. У Парама, ну, самые мелкие у него были 100 рупий, но как бы жалко 100 рупий отдавать. Но в то же время вообще не дать. Парам не рискует, потому что считается, что если хиджи не дать денег, она может проклясть. Артур так внимательно слушал, что же она может сделать. Парам у меня суеверный. Ну, она может плохую энергию наслать. Понял? But that people not give. Huh? All not give. They every day travel. We are go somewhere travel long. So we must be. То есть Парам говорит, что вот эти вот мужчины каждый день туда-сюда ездят с работы на работу. У нас более серьезная поездка, поэтому нам нельзя отказывать. Артушка уснул? Не уснул. Я говорю, так лучше, что они за уши поднимают. Я думаю, не надо лучше. Артур говорит, можно ли кролика за ушки поднимать? Он где-то видел в мультике, где поднимают волшебники. Они достают, да, когда из шляпы достают кролика за ушки. Но я думаю, не очень приятно все-таки. Лучше не надо. А мы по традиции зашли в кафе. У нас сейчас 2 часа времени до приезда нашего поезда. И сюда мы всегда приходим. Кто смотрит меня давно, уже помнят, что фишка этого ресторана вот такие вот кролики. В прошлый раз, когда мы приходили, маленькие были. Помнишь, Артур, мы на верхний этаж поднимались и нам показали совсем-совсем детеныши. Сегодня спрашиваем, да, есть. Я еще пошутила, говорю, Артур, какого ты хочешь кролика? Гриль, фрай.
В каком виде? Но Артур сегодня не в юморе, он шутки не сильно понимает. Ну, знаете, мне кажется, он последнее время... Артур тоже это все впитывает в себя, всю вот эту вот атмосферу в семье. У нас сейчас не очень хорошая погода в семье. Естественно, мы с Парамом из-за всех вот этих вот последних событий ссоримся, кричим, как не стараешься улыбаться, все равно настроение передается и ребенку в том числе. Поэтому вот Артур, ну, видно, что он тоже, знаете, в каком-то состоянии стрессовом. Что я надеюсь, что поездка его приведет в норму, тем более перед экзаменами. Oh my God. О, Артур кролика подкармливает. Так, а ну-ка я попробую, что нам принесли. Надеюсь, это не кролик. Oh my God, all food or what? I hope, Param, I hope it is not rabbit. See, give this. Нет, это курятина. Очень вкусно. Очень вкусно. Что ты спросил у меня, Артур? Почему байкеры но серьезные дядьки всегда с этим ходят? С зубочистками во рту? Нет, с какими-то палками. Я просто в зубочистке в рот делал. Они с какими-то палками. Не знаю, давай попросим зрителей, чтобы они ответили. Да, зрители. Вот я вот 4 видел. Ну а что значит серьезные? Ну, серьезные дядьки какие-то. Доллары, евро. Все, уходим мы из ресторана. Посмотрите, какой здесь красивый фонтан необычный. Ждем папу. Папа решил посетить washroom. Мы не поместимся. О, это интересная еще есть в Индии профессия лифтер. Поместимся сейчас. Сейчас я вам покажу все. Вот работка у этого парня. Целый день вот так вот спускать и поднимать. Ну, это не только кафе, в этом здании много разных офисов. Он всех, кто сюда заходит, всех отправляет на нужный этаж. Эта профессия только в Индии или и в других странах тоже существует до сих пор? Напишите, пожалуйста. Парень растерялся, он не ожидал, что я буду снимать. Но он не думал, что это кого-то заинтересует. Но действительно, для меня это удивительно. Парам, what do you think? What his salary? Сколько он зарабатывает, интересно, этот мужчина, этот парень, ну, молодой парень. Парам думает, это около 10 тысяч рупий в месяц. 8 to 10,000. Это около 8-10. 12,000. So what do you think for you possible? Or this is very difficult job? Very, very difficult for me. Oh my God. Not possible. How many sleep and sit, watch mobile. Окей. Говорит, для меня только спать, в телефоне играться. В общем, Парам увидела, смотрите, у нас еще осталось немножко времени. Мы сидели, но еще у нас до поезда есть время. Предлагает пойти немножечко пошопиться, ну или во всяком случае посмотреть. Окей. Я поняла. Вот, Парам увидел свои любимые шорты. Окей, let's ask how much it is. Почем? У нас такая спонтанная поездка, поэтому вообще никаких вещей, ничего. Я вообще в каком-то старье еду. Но Парам хоть месяца полтора... на мой день рождения Парам покупал себе обновки, и поэтому у него есть что надеть. А вот у меня вообще ничего. Ну, у Артура тоже есть всегда что. А вот у меня... Но мы почему-то решили все-таки зайти, еще одни шорты для Парама купить. Ну окей, we'll try. Померяй. Do you think this is good? Ну да, для Гоа классно. Светлые. Чалега на. Представляете, Параму продолжают звонить клиенты. Знаете, это как сарафанное радио. Есть постоянные клиенты, которые дают там своим друзьям номер. То есть на всех визитках был номер телефона Парама. Ему продолжают звонить, и он, смотрите, так распинается уже, наверное, минут 5. Я, честно говоря, не знаю, к чему это. Он уже несколько, как говорится, забронировал уже. Люди, которые точно приедут там на днях.
в отель Мадумалте. AC 30. И продолжаем. То есть нужно шорты мерить, а он разговаривает по телефону и... अगर वो पेमेंट डालना पड़ेगा एडवांस. Я не знаю, сейчас я у Парама спрошу, что это вообще значит. Зачем так распинаться? Ну хорошо, ответил там и сказал, все, до свидания. Или дал номер телефона нового. Но я сейчас не буду спрашивать, потом узнаю и вам расскажу, что почему это у него такое. So, come on, давай try shorts and we must go. Под завязочку, смотрите. Слава богу, это не наш поезд, это электричка. О, а тут пустые, там, наверное, пустые. Ladies. Ladies. Вагон специально для женщин, поэтому там почти пустой. Женщины в такое время особо никуда не ездят. Сидят дома и ждут мужей на ужин. А может, уже поужинали, моют посуду. Ребята, уже почти 11 часов вечера и жарко в Мумбаи. Вот я стою, и у меня лицо в поту. У нас в Матеране в это время, если сидишь на диване просто без дела, то холодно, нужно надевать что-то тепленькое. А вот и наш поезд, друзья, подъезжает. Вы видите, есть вагоны с кондиционером, без решеток, но у нас попроще. Ну, те, что с кондиционером, честно говоря, особо не отличаются от того вагона. Парам говорит, Парам услышал, понял, что, о чем я говорю. Говорит, он пытался купить билет в вагоне с кондиционером, но не было билетов. У нас спонтанно возникло такое желание поехать в Гоа, поэтому выбирали из того, что имелось. Я вообще лучше всего бы поехала бы на слипер-басе. Там я нормально высыпаюсь. А сейчас я не знаю, что... Пойдем, Артур, куда? Пойдем, Артур, он остановится и пойдем. Артур уже спать хочет. Подписывайтесь на наш канал, впереди вас ждет еще много всего интересного.